И снова здравствуй, мой дорогой зритель! В данном ролике мы продолжим копаться в файлах игры, которые намекают нам на будущее обновления, среди которых доступ к новым инструментам, новая божественная фишка в CS2 и некоторые дополнения к уже найденным утечкам. Ну и как бонус я покажу вам меню разработчиков в игре и что же там на самом деле таится. Так что приготовили свои ушки, смотрим спонсора и погнали! В очередной раз хочу порекомендовать вам Hell Store, где вы можете испытать свою удачу и выбить топовые скины, играя всего в 4 режима. А это всеми любимый классик, где ты в общак скидываешь оружку, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Знаменитый Coin Flip, где вы 1 на 1 подбрасываете монетку, и на чьей стороне удача, тот и забирает весь куш. Ну и конечно же колесо, где выбираешь ставку и ждешь прокрута. И новиночка Crash, выбирайте значение, если на экране линия пройдет его, вы победили. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. А еще, если используешь мой промокод при пополнении, то получишь $2 на баланс. Так что не теряй времени, ссылочка в описании. Ну что же, несмотря на то, что складывается ощущение, что мы нашли все возможные и невозможные утечки будущих обновлений в CS2, мы до сих пор находим дополнительные подтверждения некоторым из них. К примеру, вы все уже видели анимации насмешек для персонажей. Однако этому феномену в файлах клиента игры есть несколько подтверждений в виде переменных, которые дают нам понять, что это вовсе не шутка, и рано или поздно их все же добавят в игру. Кстати, некоторые из этих переменных так или иначе связаны еще и с инструментом AnimGraph, который, к слову, мы так и не получили. Причем мы не только его не получили. В коде игры находится ряд инструментов, которые так или иначе используются в данный момент разработчиками, но недоступные, к сожалению, нам. Например, последний добавленный из них был Pulse Editor, который тесно связан с JavaScript и, возможно, созданием логики на карте. Примечательно то, что с последним крупным обновлением они изменили компиляцию всех JavaScript, и складывается у меня впечатление, что связано это как раз таки с добавлением данного инструмента. И без нужной библиотеки, увы, скомпилировать нормально данные файлы не получится, что теперь очень усложняет создание своего кастомного меню. Также помимо этого в файлах игры появился новый шейдер глаз, один материал глаза, который находится в общей папке персонажей, и моделька глаза в папке Dev. Ну а появились эти файлы с обновлением, в котором нам предоставили карту Nuke и Office, и я хотел о них рассказать еще в прошлом ролике. Но, ребята, с ними не все так просто, потому что если вы присмотритесь в сам материал, то увидите, что текстура глаза не ложится прямо на модельку, а создает видимость самого глаза на плоскости. И мне пришлось провести несколько тестов, чтобы понять, в чем же прикол и почему это так работает. Это какой-то баг шейдера или же так задумано? Дабы не мучить вас целый ролик тестами, я расскажу, чего добиваются разработчики, и надеюсь, что они не забросят эту затею, потому что это гениально. Помните жидкость в коктейле Молотова? Она создается как раз таки путем шейдера жидкости. То есть на любую модель, если вы используете материал с данным шейдером, то вы увидите внутри него жидкость. Точно такой же прикол добиваются разработчики, но уже с шейдером глаз. Если кто из вас не знает, то на всех моделях персонажей в CS2 нет глазных яблок. Это лишь текстура, которая накладывается на плоскость, из-за чего глаза кажутся мертвыми. Но если применить на эту часть модели материал с новым шейдером глаз, то мы получим эффект живого глаза, словно он смоделированный. И помимо этого он еще будет отслеживать точку вашего взора. То есть будет создаваться эффект, что модель следит конкретно за вами. Кстати, в одном из своих прошлых роликов я как раз таки рассказывал о подобной системе под названием Lookat, которая также используется в игре Left 4 Dead и Half-Life Alyx. Но, к сожалению, шейдер скорее всего еще не доработан. И осмелюсь предположить, поэтому и нужна данная моделька глаза в папке Dev. Видимо, она используется для корректировки расположения самого глаза
глаза в шейдере. Плюс ко всему прочему, скорее всего, нам в будущем станет доступен фейс-позер, в котором и будет реализовываться вся мимика, которая и принесет нам новый уровень повествования в сюжетных кооперативных миссиях CS2. Ну и напоследок давайте посмотрим меню разработчиков в игре. Я, конечно, понимаю, что многие шарящие люди, скорее всего, до него так или иначе уже добрались, но думаю, обычным пользователям тоже было бы любопытно на него взглянуть. Узнали, кстати, мы об этом меню очень давно. Когда в CSGO вышло обновление с возможностью менять фон главного меню, разработчики в своем блоге спалили в изображении поста странные забавные кнопки, которых у нас не было. На одной была статистика, которая на тот момент еще не вышла, и две другие кнопки с изображением курицы и жучка. Ходило на самом деле на этот счет много теорий. Мол, под кнопкой жучка мы думали, что это какой-то своего рода баг-репорт. Ну а с курицей и вовсе непонятно все было. Но имела она название Zoo. И для многих картоделов это название, скорее всего, напомнит вам карты для Хаммера, которые выпускала Valve, в которых находились все ресурсы из нововышедшей официальной карты как пример. И как впоследствии оказалось, тут то же самое. Кнопка с курочкой выводит на библиотеку примеров, как работать с панорамой. От всех возможных стилей до создания кнопок, которые вызывают внешнее окно. Это своего рода пример, как работать с панорамой и писать под нее вкладки. Тут даже есть специальная вкладка, где создаются иконки агентов для инвентаря. В CS2, кстати, тоже есть это меню. И, понятное дело, оно более расширено, чем в CSGO. Ну а вторая же кнопка с жучком оказалась всего лишь дебаггером, которую использовали для теста осмотра предметов и прочей ерунды. И вот его как раз таки так и не удалось нормально запустить. И я надеюсь, вам было любопытно это узнать. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!